Зангезурский коридор – геополитический разлом, формирующий будущее Южного Кавказа. Проект, известный как Зангезурский коридор, давно перестал быть обычным транспортным маршрутом. Сегодня он превратился в главный узел сложнейшей геополитической борьбы на Южном Кавказе, месте, где переплетаются исторические обиды, экономические интересы и стратегические амбиции не только региональных игроков, но и крупных мировых держав. В Армении этот путь, пролегающий через Сюникскую область, часто называют Мигринским. Для многих это не просто предмет спора между Ереваном и Баку, а настоящий тектонический разлом, способный радикально изменить баланс сил в пространстве от Тегерана до Брюсселя, от Москвы до Вашингтона. Для внешнего наблюдателя идея связать основную часть Азербайджана с его эксклавом, Нахичеванской автономной республикой, кажется вполне логичной и даже необходимой в контексте мирного урегулирования. Азербайджан вместе с ключевым союзником, Турцией, активно продвигает экономический нарратив, описывая будущий коридор как процветающий торговый хаб, который станет одним из важнейших звеньев среднего коридора, пути, соединяющего Азию с Европой, обходящего Россию. Однако под этой экономической витриной скрывается гораздо более сложная и многослойная геополитическая игра, где ставки намного выше таможенных пошлин и объемов грузоперевозок. Чтобы понять глубинное значение проекта, стоит перевести внимание с Баку и Еревана на Тегеран. Для Исламской Республики Иран этот коридор не просто вызов, а настоящая угроза национальной безопасности. На протяжении десятилетий, сталкиваясь с западными санкциями, Иран формировал свою логистику во внешний мир через ограниченное количество стратегически важных маршрутов. Одним из таких ключевых звеньев является небольшой участок границы с Арменией, расположенный в районе Мегри, длиной около 44 километров. Оценив геополитическую карту региона, становится ясно – Иран оказывается буквально зажатым в тисках. С юга – американские военные базы в странах Персидского залива. С запада – Турция, член НАТО, и Ирак. С востока – нестабильные Афганистан и Пакистан. В такой обстановке этот небольшой армяно-иранский участок границы становится жизненно важным каналом, единственным глотком воздуха для Тегерана. Создание экстерриториального коридора, контролируемого Азербайджаном и Турцией и, вероятно, поддерживаемого западными союзниками, означает для Ирана стратегическую изоляцию и удушение. По этой причине иранские чиновники не стесняются в резких заявлениях. Выступление члена комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алирезы Боруджерди с утверждением, что «Зангезур – наша красная линия» – не пустые слова. Это четкая и однозначная позиция, донесенная, по его словам, до Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Иран демонстрирует готовность использовать все возможные средства для защиты своих интересов. Подтверждение этой линии прозвучало и от официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, который подчеркнул, что развитие транспортных коммуникаций не должно приводить к изменению геополитического положения региона или нарушать международно признанные границы. Усилению опасений Тегерана способствует и высокий уровень военно-стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. Информация о возможном вступлении Баку в соглашение Авраама при посредничестве США воспринимается в Иране как формирование антииранского альянса на самом его севере. С точки зрения Вашингтона и Иерусалима, коридор Зангезур идеально вписывается в долгосрочную стратегию давления на Иран. Лидеры западных стран видят в Ильхаме Алиеве не самостоятельного игрока, а инструмент для достижения глобальной цели – усиление санкционного и политического давления на Тегеран. Задача – получить контроль над последним ключевым каналом связи Ирана с внешним миром, затягивая санкционную петлю. Запад в этом вопросе не доверяет властям Армении, находящейся в экономической блокаде и тесно связанной с Ираном. Поэтому необходим контроль извне. Предполагается, что управление коридором может взять на себя американская компания. Для Еревана такое сотрудничество подается как возможность получить часть доходов от транзита, а также шанс на нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном. Второй значимый мотив – снижение влияния России. Создавая маршрут, который нельзя контролировать из Москвы, и укрепляя региональное присутствие Турции как страны НАТО и американского бизнеса,
США пытаются постепенно уменьшить зависимость Южного Кавказа от России. Это классический пример большой игры на постсоветском пространстве. Для Армении ситуация остается чрезвычайно сложной. Страна оказывается между разными мировыми и региональными центрами силы. Вице-спикер парламента Рубен Рубинян заявил, что Ереван не отвергает американское предложение, но не примет инициативы, нарушающие армянское законодательство. Иными словами, Армения готова обеспечить транзит, сохранив при этом суверенитет, а также таможенный и пограничный контроль. Однако этот суверенитет становится главным камнем преткновения для Баку и Анкары, которые настаивают на беспрепятственном режиме движения через коридор, аналогичном прежнему статусу Лачинского коридора. Для них контроль – это не только логистика, но и политический символ победы. Внутри армянского общества продолжаются ожесточенные дебаты. Часть элиты и населения рассматривает разблокировку коридора как шанс выйти из экономической изоляции и получить новые возможности для развития. Но другая значительная часть населения с тревогой смотрит на перспективу утраты контроля над Сюникской областью и опасается за судьбу армянской государственности. Мнение о том, что Армения давно сделала выбор в пользу Зангезурского коридора, звучит как печальное предвидение событий. Пословица «вовремя предать, не предать, а предвидеть» отражает тот прагматизм, но и рискованность, с которыми приходится сталкиваться Еревану. Некоторые гипотетические элементы, например, 12-дневная война между Ираном и Израилем в июне 2025 года или ультиматумы Дональда Трампа, следует воспринимать как анализ возможных сценариев, отражающих острую напряженность. Хотя эти события и гипотетичны, они хорошо передают дух текущего времени. Заявление Трампа о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана и ответные угрозы Тегерана о невозможности уничтожить технологии и знания бомбами – не фантазия, а часть реального политического дискурса последних лет. Такая обстановка делает каждый шаг на Южном Кавказе чрезвычайно значимым, а малейшая ошибка способна привести к серьезной эскалации. В итоге Зангезурский коридор – это не просто транспортный маршрут из пункта А в пункт Б. Это геополитический разлом, в котором решается судьба всего региона. Он может стать мостом к миру и процветанию через экономическое сотрудничество, а может превратиться в коридор войны, окончательно изолировав Иран и втянув Южный Кавказ в новый виток международного конфликта. Ответ на этот вызов зависит от готовности всех участников искать компромиссы. Пока же позиции сторон остаются жесткими и непримиримыми. Иран обозначил свои красные линии, за которые не намерен уступать. Азербайджан и Турция, уверенные в поддержке Запада, продолжают наращивать ставки. Россия старается сохранить контроль над ситуацией, но положение остается шатким. А Армения стоит перед выбором, последствия которого могут оказаться чрезвычайно тяжелыми. В этой напряженной игре будущее региона выглядит тревожно и неопределенно, а события вокруг небольшого участка в Сюникской области будут иметь далеко идущие последствия, отголоски которой прозвучат по всему миру. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.